После речения дела о хаотичном классе, Артур и Мия решили отправиться в парк, чтобы развеяться под своим любимым деревом. Но когда они прибыли, они обнаружили, что парк пустеет. Им души. Мия вернулась к Артуру. Глаза ее были широко раскрыты от недоумения. Куда все подевались? В субботе парк висел полон людей. Артур нахмурился, объядывая пустую детскую лошадку и заброшенные пикниковые столы. Никого смеха или волтвони, только одинокий скрил кашечек, раскачивающийся ветру. «Здесь приходит что-то странное», — заявил Артур, поправляя очки. Мия кивнула твердо. Друзья разделились, чтобы искать подсказки. Артур заметил, что припинки только что были подметены, как будто рабочие по уходу за парком только что прошили. Но он заметил на земле растроящее ворощение странно. Мия позвала Артура к объявлению на заборе. Ежегодная утиная гонка в Свитвотере сегодня, гласило объявление. Артур щелкнул пальцами. Конечно, ведь город должен быть на утиной горке. Они с Мией улыбнулись друг другу, обличение тем, что это нечто незловещее. Но когда они повернулись, чтобы уйти, мятая фигура привлекла внимание Артура. Под пикниковым столом лежал человек, державшийся за лодыжку. Лицо его было искажено от боли. Артур и Мия бросились к нему. Человек объяснил, что он повернул лодыжку, спеша на утиную гонку и не может ходить. Артур задумчиво кивнул. «Не болись, сэр, мы найдем помощь». В конце концов, это была не зловещая тайна, просто человек в беде. Наблюдательность третью Артура и смелостью Мии они обязательно быстро найдут помощь. Друзья отправились в новую миссию, готовые к любым приключениям, которые их ждут. Опустившись на колени возле постаравшего, Мия положила ласковую руку ему на плечо. «Не беспокойтесь, сэр, мы сразу же вызовем вам помощь», — сказала она. Ее темные глаза излучали сочувствие. Артур возжимался способностью мгновенно утешать других. Пока он различался о подсказках и загадках, Мия могла читать чувства людей, как открытую книгу. Мужчина вскрикнул, держаться опущую лодыжку. «Проклятая утиная гонка», — помотал он. «Я не хотел упустить это действо». Мия с пониманием кивнула. Ежегодная утиная гонка действительно звучит захватывающе. Мы убедимся, что вы сможете увидеть победителей. Артур, воспользовавшись своим фотографического и памятью, вспомнил клинику всего в нескольких кварталах отсюда. «Мия, давай пойдем в клинику на Грув-стрит. Медсестра Бести поможет». Лицо Мим засияло. «Отличная идея». Она повернулась к мужчине и бегло переключилась на испасники
Один из многих ее лингвистических талантов. Мужчина улыбнулся с облегчением. Артур с восхищением смотрел на Мию. Ее быстрая реакция и яковни навивки были невероятными. Вместе они составляли отличную команду. Идя, Мия весело болтала, облекая хромающего мужчину. Артур был их осторожно оплабиваясь на возможные препятствия. Ему нравилось быть партнером Мии в этом новой миссии. Наконец, они прибыли в клинику. Медсестра быстро обработала половичку мужчины, взялся одеть за их быструю помощь. После отдыха мужчина был готов поддержать участников утиной гонки. Wykazywaja jego naruszył, Mija wyspolewowana skala zżala руку Артура. Мы сделали это, гордо улыбаясь. Артур ответил ей быстрым, благодарным скатением руки. Хотя по натуре он был молчалив рядом с Милой, он чувствовал себя более смелым и уверенным. Далее, к утиной гонке, Артур знал, что впереди его ждут новые приключения, но он наслаждался этим моментом благодаря друзьям и возможности помочь другим. С сочувствием Мии и его вниманием к деталям вместе они могли добиться чего угодно. Гром аплодисментов встретил Артура и Мию, когда они выбыли на утиную гонку, видя за собой пострадавшего мужчину. Разноцветные утки плоти плыли по извилистой реке, каждый представлял мостую ферму. «Смотри, утка от старого Макдональда впереди!» — воскликнула Мия, энергично указывая. Артур рассматривал плоти с печатными творческими дизайнами. Один из них был уткой-пиратом с повязкой на глазу. Другой представлял собой утку-космонавта, которая выглядывала из напрессованного космического корабля. Его взгляд не упускал ни одной детали. Внезапно утки вернулись из групп и наступила тишина среди толпы. Артур прищурился, наблюдая за плотами, теперь бок о бок на финишном рядом. Финишном прямой, слишком близко, чтобы судить. Топла затаила движение, пока судьи смешили осмотреть победителя. Наконец, диктор ответил: «У нас есть победитель. На клюв ферма старого Макдональда». Аплодисменты разразились, когда фермеры радостно подняли старого Макдональда на плечи в знак празднования. Рядом два мальчика уныло смотрели на унылую прекрасную плоть, которая приигралась всего на волосок. Артур наблюдал за них увиденными лицами. В его голове вылезнула идея: «Мия, давай поздравим победителей, а потом встретимся с этими мальчиками. Думаю, им нужно понять настроение». Мия энергично кивнула. После поздравлений они подошли к утренним мальчикам. «Ческая удача», — мягко сказал Артур. Но все плоти выглядели потрясающе. Вы должны были много работать. Мальчики кивнули веселя от разговора с Артуром и Милой и о творческом дизайне. Вскоре мальчики снова улыбались
serca Artura napolilos diplom. Дарит другим части была даже лучше, чем решать тайны. Уходя с гонки, Артур оглянулся назад и увидел, как мальчики побежали играть. Помочь другим вместе с ними было самым большим приключением из всех. И впереди было еще много приключений. После утиной гонки Артур и Мия решили зайти в кафе Sweetwater за угощением. Это утонье кафе было известно своим горячим какао и свежеспеченными пригорами. Когда они вошли навстречу, им впил вкусный аромат. У Артура текли склунки, тогда он взвешал запах корицы и шоколада. Он рассматривал стеклянные витрины, наполненные угощениями, в то время как Мия беседовала с владелицей кафе, легко переключая с английского по-испански. Артур гордо улыбнулся умениями находить больше язык с людям человеком было удивительным. Он хотел быть так широко общаться с новыми людьми. Они сели со своими кусочками пирога и парящими кружками. Когда они ели, открыв взгляд, Артура заметил что-то необычное. У одного из тортов на витрине не хватало куска. Он толкнул Мию под столом и украдкой указал на торт. Глаза Мии расширились в понимании. «Похоже на еще одну тайну, детектив», – прошептала она. Артур улыбнулся, подправляя очки. Он жил ради таких моментов. Игра снова началась. Напряжно засматривая комнату, он искал подсказки. На полу его взгляд уловил слеп крошек. «Ага!» – воскликнул он, скакивая со своего места, чтобы следовать за крошками. Мия выскочила вслед за ним, чуть не окроенув свое какао. След крошек привел их к рюкзаку, супряному под столом. Артур колебался, затем медленно расстегнул его, не зная, что найдет внутри. Вдруг из рюкзака выглянула мохнатая голова, заставив Мию вскрикнуть от удивления. Хозяйка кафе подбежала. «Типи, вот ты где!» – воскликнула она, вытаскивая из винающегося контейнера. Артур и Мия вздохнули с облегчением, а затем разразились смехом. Еще одна тайна забавна разгадана. С Мией рядом Артур чувствовал себя готовым к любому приключению, с вкусным угощением и скрытым котятам, которые ждали их впереди. После забавной встречи с котенком Типи, Артур и Мия решили отправиться в свое любимое место, отдыха к огромному дубу в парке с видом на пруд. Они расстелили пикниковые одеяла и закусывали, наблюдая, как утки плывут по переливающейся воде. Артур чувствовал себя абсолютно расплавленным в тени старого дуба. В лучшем другом рядом и сытным желудком в мире все было в порядке. Когда солнце начало самиться, образывая тонущие цвета на гряб пруда, Мия внезапно воскликнула. «Вокочила, ты чувствуешь запах курения?» – спросила она, морщась. Артур глубоко вдохнул. В
i воздухе пел дымный аромат. Он быстро встал, вытянув шею, чтобы осмотреть парк. Владыке его взгляд встретил пугающие эрелищие клубы черного дыма поднимались в направлении города. «Мия, смотри!» — крикнул Артур в тревоге, указывая на дым. Мия замерла, руку летели к ее рту. Без лишних слов двое друзей испулись бегом из парка. Подходя к городу, дым стал гуще. У Артура устилось сердцебиение, откуда шел пожар. Были ли люди в опасности? Я схватила Артура за руку, ее лицо было испуганным. «Это идет из района у кофе», — сказала она дрожащим голосом. «Ты думаешь?» Ей не нужно было заканчивать мысль. В голове Артура крутились мысли о дружелюбном владельце кафе и маленьком котенке Типи. А что, если они оказались в ловушке? Со светящимися глазами от дыма Артур и Мия отвернули уголь и увидели шокирующее зрелище. Кафе светло охваченное пламенем.